Ну что ж, друзья, расскажите, чего вы успели уже натворить под этой ретроградной Венерой. С кем успели поругаться, подраться, может быть. Пишите, не стесняйтесь. Комментарии для этого у нас и сделаны. А мы гадаем на вторую неделю августа. Действительно, это время по-прежнему под ретро-Венерой проходит. И ретроградная Венера, основное ее назначение, основная ее боль в том, что она задает такие противоречивые, очень личные энергии, да, личные энергии, и заставляет нас рьяно доказывать собственную значимость окружающим. Поэтому это все время выливается в конфликты. В первую очередь внутренние конфликты, это опаснее. Ну и во вторую, естественно, наружные конфликты вот между людьми. И в популярных источниках везде пишут: так, ретро-Венера пришла, значит, к вам бывшая вернется, напишет, позвонит и так далее. Спорить не буду, это тоже есть такая тенденция, то есть эту сказочку вам, возможно, придется заново перечитать, но не это главное, не это самое страшное. Самое страшное то, что ретроградная Венера, а сейчас она во Льве, ретроградная Венера во Льве, очень нарциссическая, она очень эгоистичная, то есть она каждого человека, кого-то больше, кого-то вот так, а кого-то вот так с головой накрывает, делает нарциссом. То есть мы все зависим особенно от мнения окружающих, напрашиваемся на мнение окружающих, хотим, чтобы нас замечали, звали, любили, ждали, чтобы говорили комплименты, при этом комплиментам не верим, потому что оборотная сторона, да, любой мании величия – это комплекс неполноценности. Именно под ретроградной Венерой особенно трудно верить в то, что вас кто-то может любить, или в то, что кто-то может вас любить просто так и ни за что. И мы склонны, эго разрастается, мы склонны преувеличивать свои достоинства, восхищаться своей внешностью, часто абсолютно без оснований. Вот это все ретро-Венера. Все это до 4 сентября еще продлится, поэтому то ли еще будет. Да. А если что-то хорошее? У нас, кстати, гадание на вторую неделю августа, я сказала, да? Просто я вас слегка знакомлю с астрологической картинкой этого периода. Это всегда полезно, потому что, понятно, такая общая звездная температура, на что настраиваться и чего искать. Ну, раз уж мы продолжаем, раз уж мы начали про ретро-Венеру, тогда про нее продолжим. А есть ли что-то хорошее в ней, в этой ретро-Венере? Если что-то хорошее под ретро-Венерой есть, считается, что она очень усиливает притягательность, делает людей, ярче, что ли, делает нас всех более раскованными, более склонными к компульсивным каким-то проявлениям эмоций, яркие эмоции выплескиваются без границ, без каких-то препятствий. И это, как ни странно, плюс. То есть под ретро-Венерой мы собой меньше владеем, особенно вот в любовных отношениях, в партнерских, и поэтому больше проявляемся. А психологи нас уверяют в том, что любят проявленных людей, влюбляются в тех, кто вот проявляет свою индивидуальность. К тому же считается, что время под ретро-Венерой укрепляет иммунитет. То есть это иногда очень положительно на здоровье сказывается. А общий совет, опять же, вот этого периода, когда вы видите, замечаете в себе эти нарциссические проявления, вы не отмахиваетесь, не говорите: это все ретро-Венера пройдет, и я успокоюсь. Нет, занимайтесь собой, искореняйте. Хотя лучше всего, знаете, пороки человеческие не искореняются. Их можно только сублимировать, их можно только переводить в другое русло, переключать куда-то, да? Например, если у вас совершенно непомерно вот сейчас раздулось эго, и вам нужно внимание, не нужно доводить вашего партнера до
белого коленя. Вот. Лучше на творчество переключитесь, что-нибудь, какую-нибудь нетленку создайте, там, не знаю, напишите повесть, может быть, какой-то ролик на миллионные просмотры выложите в любой соцсети. Вот и все. Вы вот эту вот энергию как раз ретро-Венеры, эгоистичную, переведете в очень созидательное русло. А что еще на небе? Там же не одна Венера, правда? А все остальное очень-очень хорошо. Ну, помимо Сатурна, который давно уже висит в рыбах, но это теперь продлится годы, поэтому мы уже про это не говорим, да? Из приходящего Солнце во Льве на своем месте, Меркурий в Деве на своем месте, в своей обители Меркурий, понимаете, да? Что это значит? Любые дела, связанные с деньгами, с жильем, с заработками, с бизнесом, с бытом, даже вот покупки какие-то, вот любые все эти дела Меркурий в Деве делает такими ладненькими, да, ладненькими, потому что он добавляет нам разума, критического мышления, и считается, что когда вот Меркурий в Деве, мы не тратим деньги, например, напрасно, вообще не делаем глупостей в повседневной нашей жизни, да, не промахиваемся, потому что это действительно дает мозги, очень ясный взгляд, вот. Ну и так далее. Что еще хотела я вам рассказать? Вот, пожалуй, все. Луна убывает всю следующую неделю. То есть мы помним, все заканчивать лучше. Ничего не начинать, а все заканчивать. Новолуние оно потом уже будет. Вот. А предстоящие 7 дней для чистки организма, карманов, чужих, надеюсь, для чистки пространства вокруг себя, ну, естественно, для генеральной уборки квартиры или дачи. И посмотрите, пожалуйста, какую сложную и очень редкую колоду я сегодня взяла, чтобы мы погадали. Почему она, во-первых, редкая, потому что вот никогда я больше ее не видела, вообще нигде, ни у кого, не знаю. Вот, сложная, почему-то не знаю, почему-то злые карты, очень-очень злые карты, но, видно, я злая сегодня, поэтому и карты злые взяла. И к тому же я их хочу еще и переворачивать, в общем, будем разбираться так, копать вглубь. Опять же, кстати, Меркурий в Деве приветствует правду. И такую очень глубокую, знаете, вот. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Задавайте, как всегда, ваши вопросы, подумайте, чего вы ждете от следующей недели. Я тоже подумаю, загадаю желание. Овном. По 2 карты, да, достанем достаточно. Овном. Раз. Предупреждала, карты злые, если вы не разбежались. 2. В целом, все-таки, да, вот так вот я переверну. В целом, какое-то сомнительное знакомство, связанное с деньгами, вас ждет. Сомнительное почему? Потому что вроде бы и человек полезный и денежный, но то, что обещает, неизвестно, выполнит ли. А в целом карты достаточно неплохие вам выпадают. В целом карты достаточно неплохие, то есть неделя денежная, и самое главное, мелькает вот новое знакомство. Для кого-то может быть романтическое, и может быть такое многообещающее. Хотя, кстати, часто меня задают вопрос и пишут даже на почту, можно ли заводить новые, что-то такое, романы, можно ли знакомиться с кем-то под ретро-Венерой? Не опасно ли это для здоровья? Да, и вообще считается, что под ретро-Венерой ничего вот такого уж интересного, долгосрочного, полезного в любви не начинается. Продолжение возвращения, пожалуйста, не начало. Однако, вот видите, у вас не пропустите какой-то новый человек, что он вам несет, пока трудно сказать.
Может быть, появится персона, которая вызовет у вас такое острое романтическое чувство. Может быть такое, да? Что вот кто-то привлечет ваше внимание, ваш взгляд, захочется вам с кем-то провести время. Да, я же вам карты показала, они же перевернулись, понимаете, хорошие карты, но перевернутые. То есть даже денежные возможности или крупные покупки есть, и разрешено и стоит этим заниматься, однако все с оглядкой такой, знаете, с оглядкой. Вроде бы выгодно, но зачем? Новый человек привлекает, говорит сладко, но опять же, чего от него ждать, непонятно. И это очень бытовые, простые карты, то есть вряд ли это время для каких-то долгосрочных жизненных стратегий. Занимайтесь просто обычными повседневными делами, просто зарабатывайте, просто радуйтесь общению. Ничего сверхъестественного, никаких подвигов. Это время от вас не ждет. Я так надеялась, что он ее закатит под шкаф, но вы тоже ждали, да? Выдохнем Тельцу. Раз. Ну ладно, какие-то карьерные победы. Кстати, карты Тельцу выпадают прямые. Представьте. Какие-то карьерные победы. Смена работы, новая, буквально, да, королев жезлов здесь есть у нас. Новая работа. И, в общем-то, победа, триумф. Какая-то новая занятость. Это может быть действительно буквально смена работы или бизнеса, а может быть какое-то вот коммерческое приглашение, предложение в рамках заданной программы. То есть какое-то сотрудничество вам могут предложить. Просто новый клиент появится для вашей корпорации, для вашей компании. Вместе с этим клиентом новый проект и какие-то новые заработки. Но ох, беспокойные карты. И они такие, знаете, как я говорю, жирные. То есть они много приносят вот такого, ну как бы лишнего через край. Жир это говорят, да, в просторечии. То есть многовато, может быть, даже вот этого, опять же, довольство собой, мы с этого же начали, вот это ощущение успешности, того, как вас жизнь-то, закрутила, вот, поэтому, о чем предупредить Тельцов здесь? Деловая, карьерная, очень перспективная неделя, ну что сказать, будьте скромнее, и счастье любит тишину, и деньги любят тишину на каждом углу, то уж не кричите, как вам свезло. Близнецы. Раз. Два. Так, близнецам предупреждение прямо идет. Предупреждение, проигрыш. А проигрыш в каких-то как бы соревнованиях или какая-то конкурентная среда. То есть, условно говоря, есть враги, которых вы почему-то именно сейчас не можете победить. Почему? Неизвестно. И обстоятельства давят. Вот придется переживать бремя того, что у вас не получается. Бремя несостоятельности, да? Бремя несостоятельности, да, то есть ощущение того, что вы не лучше всех оказались, понимаете? Вот есть семерка жезлов, карта доблести, и когда она прямая, она вам говорит: вы лучше всех, от вас все давно отстали. А так вы как будто бы позиции лидера теряете. И не просто теряете, а это все и последствия некомфортные
несет для вас. Поэтому в любых жизненных ситуациях, конечно. А что, какой совет здесь карт? Мы же советы спрашиваем. Ну, совет много на себя не брать. То есть вот это как раз тот случай, это как раз то время, когда вам надо поверить, что в чем-то вы не лучше других. Не кидаться соревноваться, не кидаться себя с кем-то сравнивать, не, ну, вот не доказывать, опять-таки, там, значимость свою. В общем, карта как раз вот в духе ретро-Венеры, то есть усмирение эго. Если сами вы этого не делаете, то люди. Знаете, тут вот так получается, что какая-то конкурентная среда, какие-то люди прям вас скрутили, да, скрутили, и прохода не дает. Это может быть конкретный проигрыш в споре. Проигрыш в споре. Вы, например, ой, близнецы это любят, замахнуться, да, руку оттянуть, а потом увидеть, что нет, не получится. Проигрыш, назовем это, да? Так, рак. Раз. И два. Хотела я сказать, что великая любовь у вас отпустит страх в любви. Отпустит страх. То, чего вы боялись, вот именно в любви, в вашей любовной брачной истории, боялись не получить чувства, боялись, что любовь окажется невзаимной, боялись не услышать признание, боялись, что не подойдет, не напишет. Да мало ли чего девчонки еще в любви боятся. И тут вот пух, буквально как августовский ветер. Все ваши страхи развеиваются. То есть в целом получается так, что неделя вас именно одарит. Здесь есть вот этот подарочный туз кубков. Говорят, что по тузу кубков идут подарки всегда нематериального свойства. Поэтому мы про любовь говорим, да, потому что любовь это вроде как такое счастье, которое не монетизируется, хотя это не так на самом деле. Вот. И поэтому дождетесь то, на что надеялись, дождетесь того, о чем мечтали. А самое главное, то, что уже успели оплакать и испугаться. От чего уже успели испугаться. Это может быть вы с вашим любимым человеком по границе, по самой-самой кромочке расставания прошли, например. Вот прям вот почти. И вы успели, сердце у вас успело замереть, что вот все кончилось. А тут оказывается, что любовь цветет пышным цветом, и все остальное это только ваша истерика, и вы себе просто глупости придумали. То есть вот карты эти хороши, я думаю, вот эти ощущения хороши именно на контрасте. Мы же больше всего жалеем о том, что потеряли, и больше всего радуемся, когда потерянное находим. Вот здесь получается так, что вы находите именно потерянное. Карты эти очень эмоциональные, то есть вполне в духе истинного рака. У нас именинники львы. Раз. Два. Достаточно серьезная неделя у вас получается. Очень-очень серьезная. В худшем случае конфликт, причем спор, вплоть до судебного. Здесь даже карта справедливость есть. Вплоть до судебного или какого-то досудебного, да? То есть конфликт, который еще и имеет, облекается в какую-то документарную форму, то есть формальный спор. И довольно серьезно. Это жалобу могут написать на вас, а может быть, вам придется на кого-то жаловаться. И близко очень конфликтность, можно сильно поссориться, но, судя по всему, не с самыми близкими людьми. И это радует. Вы можете поссориться с какими-то организациями, учреждениями, инстанциями, можете поссориться просто войти в конфликт, не знаю, там, с банком, который вам ипотеку выдавал. Карта советует
разобраться. Вот пришло время вам, дорогие львы, с чем-то разобраться. И сколько бы вы эту проблему не откладывали в своей жизни, да, нам всегда плохое, вот где надо воевать, где надо себя с дурной стороны показывать, мы же всегда это откладываем в долгий ящик. Ну, не хотим мы брезгливо, откладываем, не хотим этим заниматься. Но видите, у вас пришло время. Пришло время выяснить с кем-то отношения. Пришло время написать действительно какое-то претензионное письмо. Может быть, пришло время, да хотя бы начальству заявление на стол шлепнуть о том, что надоело вам за такую зарплату работать. На поединок на какую-то борьбу вас это время приглашает. Ну, в принципе, рано или поздно, да, для нас, для всех наступают такие ситуации и такие времена. И в целом, да, карты советуют вчинять иск. Это время, когда вы можете и должны очень открыто, но по правилам и лучше официально заявлять свои претензии миру, людям. Вот. Большой конфликт. Можно избежать, но сильно сдерживаться придется. Прям изо всех сил. Для Девы. Раз. Два. Карьерное время, все как вы любите, нетрудную работу, должность без нагрузки, карты обещают. То есть вообще шанс очень именно карьерно вырасти, прорваться, заняться делом, получить хороший заказ или, ну, вообще важный большой проект на работе или в бизнесе, шанс. И при этом либо все окажется легче, чем вы ждали, то есть, может быть, так карты предупреждают, что не бойтесь, например, не бойтесь взвалить на себя какую-то большую новую должность, потому что все окажется проще, чем вы думаете. А второй вариант, все окажется, этот шанс, он не такой лесный, что ли, он менее кормит вот это вот ваше супер эко, менее кормит, подкармливает ваше самолюбие или ваше вот это чувство гиперответственности. Вот это то, с чего я начала. То есть новая работа, как будто судьба вам подбрасывает новое такое задание, знаете, прям вот, и оно вдохновляет, оно радует, сердце бьется, может быть, там и заработки где-то грозят, но это не точно, да, но вы можете чувствовать, что это как бы не ваш уровень. То есть вот самое, наверное, простое, но и значимое, это если вас на новую работу пригласят в это время. Приглашение, шанс, возможность есть, но что вас так сильно смущает? Может быть, это будет работа, которой вы не сможете гордиться. Может быть, это такая работа, про которую вот так вот не будешь говорить там с гордостью, что вот я такую-то должность. Может быть, это там как-то на понижение у вас идет. Но не обязательно, потому что здесь больше речь про ощущения идет. Видите ли, десяточка жезлов – это карта гордецов, а перевернутая десяточка жезлов – это карта тех, кто перегордился, или карта тех, кто перестарался. Если вы перестарались с вашим хваленым перфекционизмом быть лучше других, если вы перестарались, вот, ну, переработали даже, можно сказать, то вы в каком-то смысле оказываетесь потом за периметром, оказываетесь у того самого разбитого корыта, и тогда вот эти новые шансы, которые вам приносит судьба, как на холостом ходу, понимаете, это карта, я думаю, еще и выгоревших людей. То есть вы можете из-за усталости какой-то чрезмерной и, в общем-то, почти что уже равнодушие, вот эти новые карьерные шансы отрицать, отвергать. А какой совет здесь у карты? Да вообще-то на все соглашаться. Туз жезлов приносит в нашу жизнь предложения, от которых не отказываются. Помните, помните. Далее весы. Для весов на неделю, по-моему, очень говорящее предсказание. Очень цельное такое.
Хотя не всем благополучно. Веса. Раз. Два. Сила в молчании, сила в бездействии, новость, которую вы не услышите, или предложение, которое вас пока не найдет, это и будет то, что доктор прописал, это и будет гармония. Вот бывают моменты и бывают ситуации, когда ваша сила именно в бессилии, в отсутствии силы. И ваше самое лучшее решение – это ничего не решать. Вот карты вам это именно советуют. Здесь перевернутый туз мечей выпадает вам. То есть вот попробуйте. Жизнь будет заставлять. Жизнь обязательно вас искусит какой-то, вот какой-то необходимостью искусит совершить резкое движение, резко куда-то сорваться, броситься, ринуться, резко порвать, например, отношения с кем-то, или резко выехать куда-то, не знаю, там работу бросить или переехать, на что мы еще решаемся. Но самое гармоничное, самое правильное – это вот этот меч вам сложить, убрать его в ножны, не размахивать вот перед носом у всех этим мечом, а как раз-таки успокоиться и затаиться, я бы сказала, даже затаиться. В вашей жизни что-то происходит сейчас очень крупное. То есть жизнь ваша, какой-то определенный период с его задачами стремится и подходит к какому-то логическому, очень естественному завершению. То есть в вас вызревает, как говорят иногда, новая личность. Скорее, может быть, не личность прям целиком, да, но в вас вызревает какая-то новая жизненная концепция, подход к чему-то, к работе, к определенному человеку, куда-то еще. И вот для этого вызревания, вот чтобы этот помидорчик созрел, да, у кого есть сад, поймете, о чем я говорю, надо его не трогать в какой-то момент, просто про него забыть, вот отложить и вот не кантовать, вот не перекладывать без конца, уж тем более там не срывать ничего. Это вот дайте, какая-то ситуация есть очень критичная в жизни, очень болезненная. Уберите ручки вот так за спинку, спрячьте, и ничего с этим пока не делайте. Может быть, Вселенная сама разберется, и вам вообще не придется ничего делать. Иногда это лучший выбор. Да? Ничего не решайте, ничего не меняйте. Скорпион. Раз. Два. Так, Скорпион сталкивается с... Скорпион, как всегда, сталкивается с деньгами. Почему мы молчим про это? Денежные, семейные дела на первый план у вас выходят. Обратите внимание именно на семью, но более в контексте семейного бюджета. То есть хорошие новости, возможно, связаны с этим. Например, и покупки большие для семьи. Там, десятка пентаклей. Это, знаете, по аналогии можете смотреть, как по вибрациям это сродни покупке нового дома, или когда вы закладываете фундамент нового дома, или когда вы там едете земельный участок какой-то вот новый смотреть. И то есть это очень стабильная карта, изобильная, она обещает вам деньги, все, на что рассчитываете, получите. И с перевернутым иерофантом корыстная карта. Пара получается у скорпионов такая корыстная. То есть это деньги, и это прекрасно, это материальные ценности, такие, знаете, что называется, вот немножко они с сомнениями к вам приходят. Можно сказать, да, деньги, которые вы там не совсем с чистой совестью получаете, как будто бы не до конца заработаны, или это подарок. Кстати, знаете,
А десятка пентаклей очень часто обозначает наследство. То есть здесь тоже, назовем это так, это наследство, ценное само по себе, наследство как угодно. Да? Мы можем в каком-то образном, метафоричном смысле это слово использовать. Например, там коллега у вас уволился, и вам по наследству достается его завидное кресло, его завидный кабинет. Да? Это тоже мы говорим по наследству. Ну, в юридическом смысле наследства нет, но мы так используем. То есть, понимаете, вы получаете какие-то ценности и при этом не можете по каким-то морально-этическим причинам не можете этому радоваться. А также в целом карты описывают именно сложную, но очень сокрытую обстановку в семье, отношения с родственниками. Это, безусловно, не конфликты, но это и не предельная откровенность, и не безусловный праздник. Для Стрельца 2 карты на неделю. 1, 2. Перемены, которых удастся избежать, или перемены, которых лучше бы избежать. 2 карты вам выпадают, которые вместе рекомендуют вам, вы знаете, замереть над пропастью, остановиться над пропастью. Вот вы дошли до какой-то черты, например, в отношениях с любимым человеком, хотя сейчас уже слово «любимый», может быть, вы не так уверенно говорите, дошли в отношениях, и вот вы решаете сейчас, например, расставаться или нет. То есть планировать ли вот этот вот самый тяжелый решающий разговор или нет. Остановитесь, карты вам говорят, остановитесь. Время подумать перед тем, как написать заявление об увольнении, например, да? Перед тем, как переезд какой-то затеять, купить билеты в дальние края, перед тем, как порвать с кем-то отношения, перед тем, как челку отрезать. Вот. Тут уровень, конечно, потери может быть разным, но то, что вы на краю какой-то потери стоите, это точно. И пока еще колесико судьбы не катится и вас не подталкивает, пока еще есть время передумать. Вот карты Стрельцам советуют именно передумать. Все важно, вот ответственно. Если все-таки не будете думать, а кинетесь вот в эти перемены, да, шагнете в эту пропасть с краю, ну, последствия любые можете собрать и пожинать какие-то любые. То есть вот это такое время. Трудно остановиться, потому что несет, да? Но надо. Опять же, усмирить гордыню, усмирить, может быть, желание кому-то что-то доказать. Вот. Опять же, Стрельцам это меньше других свойственно, но ретро-Венера, может, она и на вас так влияет. Козерог. 1, 2. Ну, карты, кстати, не такие злые оказались, да, зря я вас пугала. У Козерога первое, найдется выход из ситуации. Что у вас есть в жизни, что вы называете этим словом? Ситуация с большой буквы «С». Судьба какой-то выход вам предложит, средненький, узенький, темненький, но предложит все равно. То есть оптимистический смысл вот этой 6 мечей как раз в том и состоит, что даже если даже когда вас съели, у вас все равно остается 2 выхода. И, как правило, это будет связано для вас, опять же, с работой и карьерой. Ну, какие-то перемещения, дорога, рабочая, карьерная. Это может быть дальняя командировка, может быть перемещение на более высокую какую-то должность. Немножко смущает, потому что не по плану, немножко смущает, потому что вы вроде бы как этого не хотели, но в то же время року надо покоряться. Это, знаете, мне вот эти 2 карты, какой сценарий рисуется у меня в голове?
Это когда вас назначают на новую высокую должность, на которую все хотят, которой все завидуют, а вы не хотите туда идти. Почему? Внимание! Осознаете, что это выгодное предложение, вы не хотите туда идти только лишь потому, что вас об этом не предупредили заранее. Или только лишь потому, что это не вы выбрали для себя, а кто-то для вас выбрал и кто-то для вас придумал. Да? То есть здесь есть какая-то вот недовольство от упрямства, от непризнания авторитетов. Но карты, тем не менее, очень хорошие. То есть перемещение к новым карьерным берегам, короче говоря, к новым увлекательным делам, бизнес, профессия, может быть, денежное хобби какое-то. Неделя с переменами. Ждите перемены. И соглашайтесь, главное, на них. Водолей. Раз. И два. Так, Водолею выпадают карты, достаются. Ну, в общем-то, довольно неплохие. Не самые крупные, я так скажу. И они как будто бы вас приглашают выйти в люди. После периода одиночества, после периода, когда вы сами самостоятельно решали проблемы, от кого-то закрывались, избегали кого-то, пришло время теперь просить о помощи или предлагать помощь. Пришло время общаться, пришло время, ну это так и называется, перевернутая двойка мечей, тут не дать не взять, она называется выйти к людям. Вот как будто бы вы в каком-то лесу хоронились, а вот теперь вам надо выйти к людям. То есть вам надо позвонить кому-то, с кем вы почему-то не говорили. Вам нужно написать кому-то, вам нужно налаживать коммуникации, налаживать деятельность, налаживать контактность, да? Потому что бывает время разбрасывать камни, а бывает время собирать камни. Вот оно пришло. Совет с кем-то помириться, вы подумали, да? Может быть. Ну, это не точно, потому что помириться – это открыть сердце, а здесь, знаете, можно простить, но уже не вернуть. Потому что рядом вот эта тройка жезлов. И выпадает она перевернутая. То есть от вот этого выхода к людям, от примирения, от разговора откровенного, от каких-то просьб в любую сторону, да, многого пока не ждите. Все равно это глубинные проблемы, например, между партнерами, между вами и любимым человеком, это не решит. Не думайте, что если вы сейчас кому-то позвоните и скажете, что у вас накипело, наболело, что с этого момента проблемы забудутся, человек вас простит, и вы сможете отправиться в веселое такое путешествие по жизни. Вот такой противоречивый немножко совет, да, противоречивое предсказание. С одной стороны, общайтесь, выходите из периода затворничества. С другой стороны, ничего пока скорых результатов от этого не ждите. То есть не ждите, что мир примет вас с распростертыми объятиями. Для этого, видно, надо будет еще постараться. Не знаю, что вы там наделали-то. Рыбы. Теперь, конечно же, рыба. Для рыб две карты. Раз. Какие карты хорошие, красивые, да? Для себя берегу. И два. Очень редкая пара вам выпадает. Ну, приготовьтесь. Очень редкая пара. Я вам даже расскажу, почему. Вас ждет вот ключевое слово недели, если вы о себе хотите пометить в ежедневнике. Я, кстати, рекомендую, почему бы и нет. Вот в ежедневнике можете писать какие-то выдержки из гаданий,
которых вы смотрите, может быть, из гороскопов, да, напоминалочки такие. Ключевое слово для рыб – выбор. Вы выбираете нечто, каждый свое. Кто-то любовь, кто-то жизненный путь, кто-то профессию, кто-то деньги, дом, страну и так далее. Но смысл, вот эта подсказка карты, в том, что выбор ваш очень свободный и хороший. И даже если вы сейчас этого не понимаете, а соответственно не цените. От того, что вы выберете на следующей неделе, очень зависит вообще течение вашей жизни, а может быть и течение жизни окружающих вас людей. Нельзя этот выбор сделать в торопях, нельзя его сделать, ну знаете, так, на отвали. То есть это определяет, это буквально какое-то направление, колесику вашей судьбы задает. А почему я говорю редкая пара странная? А потому что это влюбленный и дьявол. По сути, вы же знаете, в теории Таро это же одна и та же карта, это одна и та же энергия, но только она как бы переворачивается. То есть, если карта влюбленный предсказывает вам выбор со свободной волей и выбор из каких-то благоприятных, благополучных вариантов, то карта дьявол говорит, что вы очень ограничены, вы в цепях, у вас очень много искушений, очень много факторов, внешних обстоятельств, которые вас сталкивают буквально на какую-то левую, серенькую, теневую дорожку. Но дьявол у нас же перевернулся, понимаете? То есть вот это цель вот этих карт, действительно, рыб убедить в том, что пришло время выбирать. И откладывать дальше некуда, и это не нужно. Именно сейчас, ну не знаю, злые ангелы, посланники вот этого дьявола за вами не наблюдают. Они вас, может быть, на своих локациях потеряли. И вы можете вот поступить так, как подсказывает вам сердце, так пойти туда, куда зовет вас совесть. Вы очень свободны, а это очень редко бывает. Жизнь на самом деле нам именно свободный выбор подбрасывает крайне редко, ну вы знаете, да? Очень редко. И вот у вас тот самый момент, вот ловите его, ловите этот момент, когда вы прям у руля, у штурвала, и вы действительно можете выбирать и определять ваше, и не только ваше будущее. Но не зря карта называется «Влюбленные». И дьявол, кстати, они очень-очень страстные, и они имеют отношение к любви. Поэтому пару тоже очень легко встретить, ну, пару, в смысле себе в пару, любимого человека, встретить под этим арканом. Смотрите по сторонам, раскрывайте глаза и сердце, где-то очень близко, может быть, исключительно подходящий для вас человек, тот, с кем вы и смотреться будете хорошо, и сможете всю жизнь вместе прожить. И опять скажу так, хорошо, что дьявол перевернутый. Он как будто бы страхует вас, вашу вот эту будущую любовь, ваше это будущее знакомство страхует от болезненных проявлений. Он говорит, что это любовь, но без ревности, это доверие, но без зависти, это любовь, но без болезненной привязанности, без разбитого сердца и без страданий. Спасибо.